Овны, всем привет, всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я решила подготовить заранее тароскоп на октябрь 2022 года, чтобы вы могли спланировать свой месяц, свои дела, свои цели и задачи. Наверное, месяц будет очень важным или знаковым, я не знаю, что происходит, но я уже 5-й раз пытаюсь записать вам видео. Или кто-то звонит, или что-то происходит, постоянно срываются возможности записи. Ну что ж, давайте смотреть. Помощниками у нас сегодня будут оракул Символон и колдовское Таро. Смотрим общие энергии месяца, работу, финансы, здоровье, личную жизнь. Рекомендации от карт. Ну, конечно же, посмотрим неожиданность этого периода. Общие энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Арканы перед вами, поэтому настраивайтесь и начнем. Общие энергии. У вас, как мы видим, здесь ложится аркан справедливость, она же правосудие. То есть месяц будет для вас очень во многом решающим. Почему? Потому что для кого-то это проверки, это сдача экзаменов, причем неважно, там вы сдаете на права или там языковые курсы, все что угодно. Вы можете кого-то проверять, допустим, своих подопечных подчиненных. У вас могут быть ряд вопросов, ситуаций с таможнями, с госструктурами. Вы можете подавать встречные иски в суд, могут быть просто какие-то разбирательства, вы можете быть свидетелем, проходить по каким-то вопросам и ситуациям. Мы сейчас уточним более точечно и детально, потому что сам по себе аркан может для кого-то сулить и вопрос бракоразводного процесса, чтобы мы не перечисляли все и вся. Посмотрим, что конкретно. Но у вас здесь замечательные арканы, потому что, обратите внимание, у вас правосудие и влюбленные. И здесь у кого-то это будет ознаменовано тем, что вам предложат руку и сердце, причем это желание официального союза, то есть для кого-то это может ознаменоваться бракосочетанием. Для всех остальных, если это будут вопросы юридического характера, если будут иски, судебные разбирательства, то это, знаете, как здесь пойти на мировую, либо соглашение, которое вас полностью устроит, вас удовлетворит. Два старших аркана, то есть месяц уже для вас начинается неплохо. Если мы будем смотреть вопросы работы, здесь же у нас по двойке чаш аналогичная ситуация. Помощь, поддержка, взаимодействие. Ситуация, когда, если у вас были конфликты с коллегами, либо руководством, ситуация налаживается, то есть конфликты сами по себе сходят на нет. В любом случае мы сейчас для вас это посмотрим, так сказать, промониторим для всех социальных слоев. В первую очередь всегда смотрим, анализируем для тех, кто у нас не работает, не можете работать по ряду причин. То есть здесь двойка чаш и дурак говорят о том, что, во-первых, для многих, тех, кто сидит в декрете, основной вашей работой это будет ребенок, а для тех, кто по ряду причин не может работать, это финансовая помощь и дотация со стороны детей или социальная помощь на детей. Но и здесь дурак сам по себе это легкость, это фриланс, учитывая с двойкой чаш, это может быть поддержка от вашей второй половины и какие-то, как я говорю, проекты разового характера, потому что дурак это новое, не успели начать, тут же завершили. Выполнили какой-то проект, получили за него деньги, какую-то доплату, но вплоть до того, что там, я не знаю, вы кому-то носки связали, или там испекли торт, или там выполнили курсовую работу. То есть это могут быть не какие-то масштабные, значительные проекты, но тем не менее то, что вам даст какую-то прибыль. Если же вы у нас в статусе соискателя, вам ложится здесь сам аркан карма. Карма говорит, что у вас поддержка свыше, небеса вас слышат, и благодаря взаимодействию с вашим окружением, это родственники, друзья, это ваши знакомые, потому что, видите, здесь ключевое двойка чаш, вы получите работу мечты. Если же вы у нас наемный сотрудник, то двойка чаш и паш чаш. А вот здесь для вас может быть сюрприз. Почему? В лучшем ключе это, повторюсь, урегулирование конфликтных ситуаций с вашими коллегами, то есть с ребятами по работе, либо с руководством. Почему говорю в лучшем? Потому что в худшем, хотя как знать, кто-то, может, этого ждет, здесь может пройти роман с коллегой. Двойка чаш и паш чаш.
Это увлечение, дела сердечные. Конечно же, вы можете увлечься работой, у вас может быть новый прилив, приток сил, кто-то вас может активно замотивировать. Но все-таки то, что я вижу здесь по аркану, тем более глядя на общие энергии, здесь речь идет о чувственной стороне вопроса, о личной жизни. Поэтому будьте начеку. Если же у вас свой собственный бизнес, то по десятке чаш это гармония, это процветание, это новые возможности, это привлечение друзей и родственников в ваш штат, это расширение вашего предприятия. Кто-то может из вас передавать бразды правления своим детям, внукам или иным членам семьи. То есть с этой точки зрения у вас здесь все замечательно. Если рассматривать финансовую сторону вопроса, то у нас здесь ложится тройка жезлов. Аркан, который говорит о увеличении возможностей заработка, но и помимо всего прочего, вы, имея за спиной какую-то базу, ищете для себя новые перспективы. То есть вы не стоите на месте, вы все время движетесь вперед. Перед вами открываются новые возможности. И как следствие, благодаря своему упорству, усердию, трудолюбию, вы будете зарабатывать здесь значительно больше. Опять же, вопросы здоровья. У вас здесь ложится туз чаш. Карта прекрасного эмоционального, физического, ментального здоровья, душевного. Тут совокупность факторов. Это знаете, как вы по-новому расцветаете, вы иначе чувствуете вкус жизни. У вас, если смотреть эти арканы, как новый этап, потому что арканы значимы. И обратите внимание, здесь очень много кубковых чаш. То есть это все влияет на вашу психоэмоциональную составляющую и на здоровье в целом. Потому что вы знаете, когда вы счастливы, когда вы радостны, и у вас здоровье значительно улучшается, потому что уровень эндорфина в вашей крови, он заставляет вас активнее двигаться, работать, что-то создавать, и как следствие чувствовать себя бодрее. И для женщин, конечно же, это может быть ознаменовано вопросами зачатия. Поэтому тот, кто планировал, усердно работайте над этим вопросом в октябре. Опять же, вопросы личной жизни. Ключевой месяц. Мало того, что карты приятные, и обратите внимание, какого порядка здесь эти арканы. По аркану мир. Да, действительно, для кого-то это переход на новый этап взаимоотношений, для кого-то это ключевое новое знакомство, а у кого-то, безусловно, может быть и завершение. Поэтому давайте анализировать. Итак, если вы на текущем этапе своей жизни свободны, чем может для вас ознаменоваться данный период? Карты говорят сами за себя. Здесь у нас ложится восьмерка жезлов, а здесь аркан мир. Для большинства это знакомство через интернет, это знакомство в дороге, это знакомство на курорте, это, знаете, как знакомство по страстям, когда человек вас цепляет с первой минуты, у вас появляется интерес, в жилах кипит кровь, и вы действительно хотите развития этого общения, этих взаимоотношений. Поэтому здесь арканы у вас действительно потрясающие. Если же вы в любовных треугольниках, то аркан мира и семерка жезлов говорят здесь о том, что вам придется активно добиваться вашего партнера, чтобы перейти с ним на новый уровень взаимоотношений. Либо же партнерши. То есть здесь придется приложить немало усилий для того, чтобы эти отношения заиграли новыми красками. А если же вы у нас в стабильных связях, то мир и семерка пентаклей могут здесь вести речь о том, что у кого-то переходный этап во взаимоотношениях, потому что здесь могут у нас быть вопросы зачатия и беременности. А для кого-то это не то чтобы период затишья перед бурей, переход к более зрелым отношениям, отношения, которые давно устоялись. Это может быть подготовка вашего союза к каким-то знаковым переменам, вплоть до того, что вы переезжаете в новое жилье, будь то дом, квартира, либо перемещение в новый регион, вы переезжаете на ПМЖ. Или это какой-то очень важный знаковый отпуск, которого вы ждали. То есть это то, что сплочает ваш союз. Опять же, рекомендация. У вас здесь ложится аркан маг. По магу. Это контролировать ситуацию, это исполнять свои желания, быть хозяином своей жизни, брать все в свои руки, быть экспертом в каких-либо нюансах. Если вам нужна чья-то помощь, опять же, обращаться к мастерам своего дела, к лучшим в той либо иной нише, в том либо ином вопросе. Потому что маг это у нас, как правило, карта юристов, нотариусов, адвокатов, судей и опять же аркан врачей. Если вам
требуется чья-то помощь, но так как я вижу у вас здесь на повестке дня вопросы юридического характера, то действительно вы можете здесь общаться с нотариатом, быть в сфере юриспруденции очень глубоко погружены, но, видите, вопросы решаются для вас благостно. Тем более месяц очень значимый, очень знаковый. Посмотрите, какое количество у вас старших арканов. Энергии здесь будут бить ключом. Ну и, конечно же, посмотрим для вас... Ох, фурия. Посмотрим для вас неожиданность периода. Фурия. О чем она говорит? У вас даже дно колоды, видите, здесь карта Вестника. Это акцент на том, что вы можете получить какие-то известия. Ну, допустим, административный штраф, либо повестка в суд, либо еще какие-то нюансы, связанные с органами административной законодательной власти. И вы будете здесь, знаете, вас будете рвать и метать. Потому что по этим картам вы действительно будете вовлечены в конфликт, вы будете выплескивать свои эмоции, вы будете отстаивать свои права, свою точку зрения, свои взгляды на жизнь. Активно будете задействованы в этих процессах. Потому что у вас здесь, знаете, как отвоевать свое, отстоять свое. Если вас кто-то особенно незаслуженно задел, зацепил, оскорбил или нарушил ваше личное пространство, вы за это будете активно бороться. Поэтому данная карта, она рекомендует, ну что ж, раз пришло время метать молнии, значит так тому и быть. Все у нас, знаете, в жизни циклично. Используйте, самое главное, себе этого блага. В остальном же, если смотреть, карты просто прекрасные. Называется, дай бог каждому такой расклад. Захочешь вытянуть такие арканы, не вытянешь. Тут и корректировать нечего. В любом случае, мы закроем так, чтобы судьба была к вам благосклонна. И все ситуации, которые будут возникать в рамках этого периода, для вас решались исключительно в положительном ключе. Если для вас видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь данным видео с друзьями. Я же вас благодарю за внимание. Пусть октябрь для вас будет самым теплым, самым радостным, самым эмоциональным и действительно принесет в вашу жизнь новые возможности. С вами не прощаюсь. До новых видео.